Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Вчера вечером глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков провел экстренное совещание и заявил, что поимка криминального авторитета Сергея Рюмки по прозвищу Карга-Сочинский является делом чести не только российской общественности, но и всего антикоррупционного комитета. 40-летний Карга, бывший чемпион Европы по кикбоксингу и криминальный король города Сочи, за последние несколько дней совершил 2 дерзких нападения на членов антикоррупционного комитета, одно из которых закончилось летальным исходом. Пострадали семьи таких известных артистов, как Бориса Щербакова, Александра Михайлова, Александра Домогарова и Михаила Пореченкова. При этом 2 артиста, Борис Щербаков и Александр Домогаров, в тяжелом состоянии оказались в реанимации. По словам Никиты Сергеевича Михалкова, вышестоящие эшелоны власти города Сочи безумно боятся криминального авторитета и исполняют все его требования. Поэтому всю работу пришлось взять на себя сотрудникам антикоррупционного комитета и ОМОНу города Сочи. В кратчайшие сроки удалось выяснить местоположение криминального авторитета, и члены организации по борьбе с коррупцией и преступностью совместно с ОМОНом города Сочи направились в загородный особняк Карги-Сочинского. В загородный особняк криминального авторитета Карги-Сочинского направились наиболее подготовленные члены антикоррупционного комитета: Константин Хабенский, Владимир Винокур, Сергей Горобченко, Александр Маршал, Игорь Петренко, Виктор Сухоруков, Евгений Сидихин и Александр Розенбаум. Стражи порядка и сотрудники антикоррупционного комитета смогли застать Каргу-Сочинского врасплох. Они смогли арестовать криминального авторитета и поместить его в вертолет для доставки в центральный город. Однако во время полета на вертолете и произошло шокирующее событие. Карга-Сочинский не зря был чемпионом Европы по кикбоксингу. Во время полета он попытался оказать сопротивление и сесть за руль штурвала вертолета. В связи с неконтролируемой чрезвычайной ситуацией в дело пришлось вмешаться членам комитета Евгению Сидихину и Владимиру Винокуру. В связи с прямой опасностью нападения и летального исхода, благодаря усилиям Владимира Винокура и Евгения Сидихина, Карга-Сочинский был сброшен с вертолета. Так бесславно закончилась судьба известного криминального авторитета на территории Российской Федерации города Сочи и Краснодарского края Карги-Сочинского. Сергей Рюмка по прозвищу Карга-Сочинский родился в 1984 году в семье известного российского музыканта Виталия Рюмки. Маленький Сергей до 13 лет рос благополучным юношей и не приносил никаких хлопот своим родителям. Он учился в музыкальной школе по классу фортепиано и даже занимал призовые места в музыкальных конкурсах. Однако все кардинально изменилось, когда Сергею исполнилось 13 лет. Из-за постоянных нападок, нападений и оскорблений одноклассников он ушел из музыкальной школы и поступил в спортивную секцию по направлению кикбоксинг. Сергей Рюмка делает большие успехи в спорте и уже 18 лет становится самым молодым чемпионом России по кикбоксингу. Далее следует служба ВДВ и новые спортивные рекорды. В 2005 и в 2006 году Сергей Витальевич Рюмка становится двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу.
Однако в 2008 году происходит страшная трагедия, которая ставит крест на спортивной карьере Сергея Рюмки. Находясь в отпуске в одном из ресторанов города Сочи, Сергей Рюмка во время пьяной драки лишает жизни высокопоставленного чиновника города Сочи Сергея Марьянова и оказывается за решеткой сроком на 7 лет. За время пребывания в колонии строгого режима Сергей Рюмка проявил себя жестким человеком и настоящим лидером. Он получил статус вора в законе и прозвище Каргас Сочинский. В 2016 году 32-летний Каргас Сочинский выходит на свободу и становится криминальным королем города Сочи и Краснодарского края. Под влиянием криминального авторитета на протяжении нескольких лет находились ночные заведения данного города, супермаркеты, заводостроительный бизнес и туристический бизнес. Совместно со своими товарищами Махмудом Сибирским, Денисом Комаровым и Кахой Казанским Каргас Сочинский долго являлись главными криминальными авторитетами на территории Российской Федерации. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Завтра в Москве на Кунцевском кладбище состоится похороны и прощание с родными членов комитета известных артистов Бориса Щербакова и Александра Домогарова, которые погибли несколько дней назад в результате нападения в городе Сочи. При помощи антикоррупционного комитета объявлен в розыск известный российский художник Станислав Шминке. Причиной для розыска стали публикации известного художника, которые осуждают действия российских властей и спецоперацию. Член комитета и известный певец Александр Буйнов полностью восстановился после полученной травмы, вышел из больницы и через несколько дней приступит к исполнению своих должностных обязанностей. Сегодня день памяти известной актрисы Людмилы Касаткиной. Людмиле Ивановне могло бы исполниться 101 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.